когда Сандра обнаружила свою кошку Мисси, примостившуюся тем утром в раковине. Поначалу она была невозмутима, так как никогда раньше не видела ее там. Однако Мисси, казалось, была необычайно решительно настроена оставаться на месте. Это озадачило Сандру. Она и не подозревала, что ситуация вскоре обострится, что побудило ее обратиться к властям. В срочном порядке Сандра заперла Мисси в отдельной комнате и с тревогой ожидала прибытия полиции, надеясь, что ее подозрения были неверными. К сожалению, полиция подтвердила ее опасения вскоре после прибытия, быстро придя к выводу, что им необходимо незамедлительно проверить канализацию под ее домом. Сандра была поражена сожалением, задаваясь вопросом, могла ли она предотвратить ситуацию, если бы начала действовать раньше, когда Мисси впервые подошла к раковине. Раковина. У нее в голове роились вопросы о том, почему Мисси выбрала раковину и что побудило ее обратиться в полицию, что может скрываться в канализации. Как правило, Мисси бросалась к двери спальни, как только та открывалась, с нетерпением ожидая еды и ласки, поскольку они были единственными обитателями дома. Однако в тот день Мисси нигде не было видно, что сразу встревожило Сандру. Несмотря на все ее усилия обеспечить безопасность Мисси в доме. Кошка часто оказывалась в опасных местах. Обеспокоенная тем, что за ночь что-то могло случиться, Сандра начала обыскивать дом, зовя Мисси по имени и потрясая упаковкой с ее любимыми лакомствами, что обычно заставляло ее убегать. Но на этот раз Мисси так и не появилась, что с каждой минутой усиливало беспокойство Сандры. По мере того, как поиски Сандры становились все более отчаянными, ее страхи усиливались. Могло ли животное каким-то образом сбежать? Она всегда тщательно запирала двери перед сном. Однако ее сердце упало, когда она заметила, что дверь ванной приоткрыта, вспомнив, что прошлой ночью оставила окно приоткрытым, чтобы выпустить пар из душа. Собираясь закрыть его позже, она поняла, что забыла. Эта оплошность навела ее на мысль, что ее кошка Мисси, должно быть, сбежала через нее. Со слезами на глазах Сандра бросилась в ванную, боясь, что больше никогда не увидит свою любимую кошку. Окно по-прежнему было распахнуто настежь, но Сандра с огромным облегчением увидела Мисси прямо там, в ванной, уютно устроившуюся в раковине. Как ни странно, Мисси, казалось, ничуть не обеспокоила появление Сандры в панике или ее крики. Она сосредоточилась на том, чтобы обнюхивать и ковыряться в сливном отверстии раковины, как будто это был вопрос жизни и смерти. В тот момент Сандра не могла даже предположить, что с раковиной что-то не так. Ее эмоции были полностью поглощены радостью от того, что Мисси в безопасности. Она подхватила кошку, крепко обняла ее и закрыла дверь ванной. Мисси сначала заёрзала, но вскоре расслабилась под градом нежности и поцелуев Сандры. Когда Сандра наполнила ее миску лакомствами, Мисси, наконец, отвлеклась от загадочного стока. Мисси быстро покончила с едой и тут же вернулась к закрытой двери ванной, тихонько теребя ее лапой и мяукая. Было ясно, что она хотела войти. Но Сандра решила не впускать ее обратно. Если Мисси снова подойдет к раковине, она может нечаянно открыть кран, и вода будет течь весь день. Из-за звонков с работы Сандра не могла присматривать за ней, так что Мисси пришлось искать другой источник развлечений. Волнение. Уже задержавшись из-за утренних событий, Сандра поспешила к своей машине, но почувствовала неприятный запах, который не смогла определить. Предположив, что это проблема с канализацией, она отмахнулась от нее, не подозревая о связи между запахом и поведением ее кошки. Мисси знала о чем-то, чего не знала
Сандра. Рабочий день прошел без происшествий, что позволило Сандре вернуться мыслями к утренним событиям. Когда в голове прояснилось и у нее появилось время поразмыслить, она начала ломать голову над тем, почему Мисси так зациклилась на раковине, тем более что лакомства не могли ее отвлечь, и она сразу же вернулась к двери после еды. Хотя Сандра не обратила на это внимания раньше, теперь она почувствовала необходимость продолжить расследование. После смены Сандра помчалась домой и, конечно же, обнаружила Мисси все еще возле ванной, которая теперь спала рядом с закрытой дверью, а не скреблась в нее. Но когда Сандра вошла в свой дом, ее кошка внезапно проснулась. Плотно закрыв окно, она уверенно открыла дверь ванной. Мисси тут же запрыгнула в раковину и с живейшим интересом принялась изучать слив. В комнате что-то изменилось. Сандра сразу это почувствовала. В воздухе витал слабый запах, похожий на тот, что она почувствовала утром на улице. И когда она вернулась домой, запах все еще ощущался, явно исходил из раковины. Это намекало на проблему с канализацией. Однако это не был типичный неприятный запах канализации. В нем было что-то необычное, что Сандра не смогла определить. Но она инстинктивно почувствовала, что что-то не так. Не в силах самостоятельно определить источник запаха, Сандра решила позвонить в полицию, надеясь, что они проведут расследование. Поначалу они сомневались. В конце концов, странные запахи из канализации не были чем-то необычным, и большинство проблем быстро решались сами собой. В конце концов, Сандра настояла на своем, убедившись из-за необычного поведения своей кошки, что за этим кроется нечто большее. В конце концов, она убедила полицейского прислать кого-нибудь, чтобы разобраться в этом. Примерно через 20 минут полицейский появился на пороге ее дома. Это был молодой человек, занятый своим смартфоном, который, казалось, был больше заинтересован в том, чтобы выпить чашечку кофе, чем в осмотре канализации. Он и не подозревал, что ситуация оказалась серьезнее, чем он предполагал, и Сандра была на грани того, чтобы доказать, что внимание специалиста действительно необходимо. Будучи молодым и целеустремленным, он стремился быстро разрешить ситуацию. Когда полицейский собрался уходить, Сандра попросила его сначала осмотреть Мисси, на что он согласился. Войдя в ванную, полицейский сразу же почувствовал неприятный запах и заметил странное поведение кошки. Когда он попытался сдвинуть Мисси с места, она отреагировала агрессивно, что усилило его беспокойство. По возвращении странный запах, встревоженное поведение Сандры и необычные действия Мисси побудили офицера обратиться за дополнительной поддержкой. Однако ему сообщили, что ресурсов не хватает, поскольку подобные инциденты происходят и в других домах. Оставшись наедине с Сандрой, они начали беспокоиться, получают ли они необходимую поддержку. «Не могли бы вы, пожалуйста, убрать кошку, чтобы я мог осмотреть раковину?» — попросил полицейский. Ее? Сандра выманила Мисси из раковины и обняла ее, в то время как полицейский осторожно подошел к раковине, чтобы рассмотреть ее поближе. Сандра все больше нервничала и решила отвлечь внимание. Мисси вышла из ванной. Через несколько мгновений оттуда выскочил полицейский, быстро запер дверь ванной и потребовал ключ. Ошеломленная ситуацией, Сандра подчинилась без лишних вопросов, поскольку полицейский настаивал на том, чтобы они немедленно ушли. Хотя он и не надел на нее наручники, Сандра была глубоко обеспокоена его настойчивым поведением и задумалась о безопасности своего дома. Когда они уже собирались уходить, Сандра заметила незнакомца, которого она видела ранее, приближающегося к зданию. Что еще больше усложняло ситуацию, Сандра не узнала в этом мужчине никого из своего района, хотя за этот день она видела его уже во второй раз. И его лицо становилось запоминающимся. По прибытии на вокзал Сандру поселили в уютной комнате,
где ей предложили кофе и пирожное. Было даже предложено привести друга или родственника для поддержки. Несмотря на теплое гостеприимство, свидетельствовавшее о ее невиновности, ситуация наводила на мысль о чем-то более зловещем. Стоя у окна своей комнаты в полицейском участке, Сандра пила успокаивающий чай и наблюдала, как прибывает все больше полицейских, которые собирались вокруг молодого офицера, который, казалось, горел желанием поделиться важной информацией. Вскоре в палату Сандры вошла приветливая сотрудница, которая сосредоточенно читала свои записи и не смотрела прямо на Сандру. Офицер полиции попросил: «Мэм, пожалуйста, рассказать о событиях этого дня от начала до конца. Это очень помогло бы нашему расследованию». Сандра согласилась, повторив свои предыдущие показания, но, похоже, офицер полиции не нашла ответов, которые искала. Как только полицейский собрался уходить, Сандра вспомнила о таинственном незнакомце. «Подождите!» — воскликнула она и поспешно рассказала подробности о незнакомце, которого видела дважды. Полицейский все записал и выразил благодарность за предоставленную информацию. Внезапно полицейский встал, задернул шторы и запер дверь, оставив Сандру чувствовать себя скорее пленницей, чем жертвой. Почему ее держали в неведении, особенно когда на карту был поставлен ее дом? Преисполнившись решимости, Сандра решила связаться со своим адвокатом и рассказать о тревожных событиях этого дня. Потрясённая, ее адвокат посоветовала ей оставаться в комнате и дождаться его. «Вы должны приехать немедленно», — настаивала Сандра, испытывая смесь страха и потребности в ответах. Сандра узнает о суматохе, вызванной полицейскими, всего за 10 минут до появления ее адвоката. Когда он входит в комнату, Сандра улавливает обрывки разговора о том, что полиция планирует посетить ее дом. Любопытство достигло предела, Сандра напряглась, чтобы прислушаться, но дверь быстро закрылась. Она задается вопросом, какую информацию от нее скрывают. Ее адвокат призывает к терпению, предполагая, что это может быть просто недоразумение. Однако, когда он замечает Мисси, его поведение заметно меняется, о чем Сандра ранее не сообщала. Вспомнив о прошлом проблемном деле, связанном с похожей ситуацией, адвокат становится явно обеспокоенным. Сандра сейчас беспокоится о своей кошке Мисси. Хотя ее адвокату запрещено разглашать подробности предыдущих дел, Сандра настаивает на том, чтобы он обеспечил безопасность Мисси. Он успокаивает ее, но чувствует себя обязанным поговорить с полицией. Он уходит, оставляя Сандру встревоженной. После напряженного ожидания ее адвокат возвращается, с видимым облегчением вытирая пот со лба. Он рассказывает, что во время задержания Сандры полиция кого-то задержала. Позвонив по телефону, Сандру просят пройти к ее адвокату в кабинет старшего офицера полиции. С тяжелым чувством неловкости она и ее адвокат входят, готовые противостоять всему, что их ожидает. Офицер полиции сообщил Сандре, что был произведен арест, что принесло ей некоторое облегчение, хотя она по-прежнему была озадачена происходящим. По словам офицера, в настоящее время в ее доме работает бригада, которая занимается этим вопросом. Сбитая с толку, Сандра спросила о странном запахе и причастности незнакомца. Офицер заверил ее, что все встанет на свои места, как только она увидит это своими глазами, и спросил, готова ли она узнать правду. Преисполненная решимости, Сандра согласилась, и они отправились к ее дому на полицейской машине в сопровождении старшего офицера полиции и своего адвоката. По прибытии Сандра была ошеломлена увиденным. Ее дом был едва виден из-за толпы специализированных бригад уборщиков и многочисленных полицейских. Затем ее отвели в канализационный коллектор под ее зданием, где старший офицер полиции рассказал о мрачной реальности. В канализацию был сброшен искусственный вирус, уничтоживший большую популяцию крыс, в результате чего
возник запах разлагающихся животных. Таинственный незнакомец был опознан как ученый, который разработал вирус в качестве радикальной меры по борьбе с популяцией крыс. Полиция уже выходила на его след до этого инцидента. Позже, тем же вечером, Сандре разрешили вернуться в ее дом. С тех пор, как инцидент был улажен, она мирно живет со своей собакой Мисси. После просмотра истории, приведенной выше, у вас есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Не стесняйтесь поделиться своим мнением в комментариях. Если вам понравилось наше видео, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь нашим каналом, на котором все о сегодняшних историях. Увидимся в следующий раз.